Уважаемые друзья, я хотел бы объявить конкурс и разыграть 3 замечательные книги. Первая книга — это книга Дэниела Франклина, называется «Мегатех. Что нас ждет в 2050 году». Книга рассказывает про популярные технологии, про какие-то новые инновации и про мир, который будет в будущем. За второе место в данном конкурсе мы разыграем книгу Эрика Риса «Бизнес с нуля». Возможно, кому-то из наших зрителей достанется эта книга, и он зайдет на рынок с какой-то потрясающей идеей, с каким-то своим стартапом, поэтому эта книга тоже является очень полезной. И за первое место мы разыграем книгу Пола Виньи и Майкла Кейси «Эпоха криптовалют». Книга рассказывает про то, что буквально взорвало весь мир в течение последних 10 лет, про криптовалюты, про технологию блокчейн, и достанется победителю конкурса. А условия конкурса будут таковы. В комментариях под видео вы должны будете представить какой-то девиз, который вы бы дали проекту SkyChain. Девиз нашего проекта является SkyChain — будущее искусственного интеллекта в медицине. Ваши идеи мы обязательно посмотрим, оценим и разыграем эти 3 замечательные книги между участниками. Срок проведения конкурса до 15 февраля 2019 года. Здравствуйте! В эфире канал Аврора Blockchain Capital, в эфире передача «Лайк-дизлайк». Меня зовут Олег Абелев, сегодня я веду передачу один. К сожалению, мой соведущий Георгий Герман не смог присутствовать на записи этой замечательной программы, но он обещал исправиться и в следующий раз обязательно быть. Как обычно в «Лайк-дизлайк» мы приглашаем представителей проектов, общаемся с ними на тему того, что нового может дать миру тот или иной проект, какие инновации, какие новые веяния и тенденции пользователи проекта, инвесторы этого проекта могут ощутить и материально, или вербально, или даже говоря, просто морально от этого проекта. Сегодня у нас в гостях проект SkyChain и директор по маркетингу проекта SkyChain Александр Оксаненко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Спасибо, что пришли, очень рады вас видеть в нашей студии. И, собственно говоря, первый блок лайк-дизлайка. Традиционно начинаем с вопроса, который задаем всем. Вкратце опишите, о чем проект SkyChain. SkyChain — это блокчейн-инфраструктура для обучения, хранения и использования нейронных сетей для медицинской диагностики. То есть мы создаем такое цифровое пространство, в рамках которого мы соберем всех ключевых участников рынка. Это поставщиков медицинских данных, которые будут использоваться для обучения нейронных сетей. Это, соответственно, разработчики искусственного интеллекта, которые будут на основе этих данных создавать свои нейросети, и конечные пользователи. Все это будет, мы соберем их всех в рамках единого маркетплейса, и чтобы они смогли взаимодействовать друг с другом напрямую, без каких-то посредников. Я так понял, вы говорите, в будущем будет, то есть пока еще процесс построения этой нейросети не завершен? Конечно, нет. Я немного вас подкорректирую, это инфраструктура, нейросети уже, несколько нейросетей уже разработаны в рамках нашего проекта. Мы сейчас, да, работаем над созданием продукта только. Летом мы выпустили альфа-версию, в которой было 6 нейросетей. В январе 2019 года, вот уже совсем скоро, в конце января, мы выпустим бета-версию, в которой будет уже базовый функционал для всех участников рынка. И сам запуск продукта у нас назначен на июнь 2019 года. То есть уже летом мы выпустим сам продукт. Я так понимаю, что когда вы создавали этот проект, первоначально вы базировались на той информации, которая может быть обработана, и которые могут в процессе своей работы использовать для обучения нейросети, чтобы ставить верные диагнозы. Да? Почему вы решили именно пойти по медицинскому направлению? Почему медицина? Ведь нейросети и блокчейн — это абсолютно универсально прикладная технология. Да, я сейчас вкратце расскажу всю предысторию. Наш генеральный директор и основатель проекта Геннадий Попов, он также является генеральным директором и основателем компании WSS Consulting, которая занимается внедрением электронного документа оборота, ну и, соответственно, некоторых портальных решений. И он имел опыт работы с некоторыми медицинскими учреждениями, и в рамках этого опыта он поймал себя на мысли о том, что почему бы не создать такое решение,
не создать такой проект, как SkyChain. Есть несколько ключевых преимуществ, которые он сумел выделить для себя, которые должны быть в рамках SkyChain и которые будут реализованы, которые будут опережать всех конкурентов, и, соответственно, о них, наверное, поговорим чуть позже. Вот у вас в white paper написано о том, что, наверное, ну я могу дословно не цитировать, не помнить, но идея такая, что, наверное, в будущем появятся проекты, которые предложат миру точно такой же продукт, как SkyChain. И вы решили не терять время и их опередить. Не появились пока такие проекты? С того момента, как такая идея пришла в голову вашему генеральному директору? Да, на самом деле в данный момент таких конкретных проектов, которые делают именно то, что делаем мы, на данный момент нет. А вот то, что делаете вы, но не в медицине, например. Не отслеживаете вы, нет, не смотрите? Честно говоря, не совсем. Мы именно полностью фокусируемся на нашем рынке. И пока наш рынок Нет, давайте выйдем за пределы России. Даже за пределами России, на самом деле, в мире тоже нет? По крайней мере, не слышал. Да. Есть много компаний, которые разрабатывают свои решения, создают свои нейросети, но никто не предлагает именно пойти глубже, никто не думает пойти глубже и не создать именно инфраструктуру для этого. Есть компании, которые сами разрабатывают нейросети, но ни одна компания не сможет сделать такое количество нейросетей, как может быть создано в рамках всей нашей инфраструктуры. А для чего вы пошли по пути именно имплементации технологий блокчейна и нейросетей в конкретную сферу? Я сейчас поясню вопрос. Есть довольно много проектов, которые сосредоточены именно на обработке данных. Ну, то есть они выдают продукт промежуточный, но очень качественный. Или они хотят думать, что он очень качественный, который потом потребляют, соответственно, уже те участники рынка, которые занимаются конкретными прикладными вещами. Ну, то есть компания, например, производит какой-то продукт, который позволяет идентифицировать лица людей. Да? Были у нас такие проекты. Потребителей масса. Это от компетентных органов до рекрутеров и отделов кадров в разных крупных компаниях. А вы же решили прям четко выбрать прикладную сферу. Вот меня интересует, почему вы не остановились на этом этапе и решили не допиливать, что называется, уже максимально эффективно вот этот вот кусочек с обучением нейросетей, да, и потом уже продавать ваши технологии всем заинтересованным лицам. Да, вопрос интересный. Самое главное, что я хотел выделить, это то, что в рамках, как я уже до этого говорил, ни одна компания не сможет создать такое большое количество нейросетей, как может быть создано в рамках инфраструктуры. И мы решили действительно пойти максимально широко в данной степени и не концентрироваться на какой-то конкретной медицинской области, к примеру, дерматология или рентгенограммы легких. И мы решили просто создать такие условия, чтобы привлечь максимальное количество поставщиков данных и максимальное количество разработчиков. Мы, предлагая хорошие условия для разработчиков, привлечем их в нашу инфраструктуру, а уже от них будет определенный спрос на медицинские данные, которые будут уже поставляться, соответственно, поставщиками данных в лице различных медицинских компаний и в различных частных клиник. И, соответственно, таким образом мы решили именно создать прям такую обширную, большую платформу и не фокусироваться на чем-то маленьком, либо или кто вообще целевая аудитория вашего проекта? Ну вот, когда в голову приходила идея о SkyChain, ну и на сегодняшний момент, может быть, это как-то модифицировалось представление. Если можно, опишите портрет среднестатистического пользователя вашего проекта. Я сейчас говорю не про майнеров, которые получают свои комиссии за новые ноды и тому подобное, а именно вот конечный потребитель. Кто это? Конечный потребитель — это медицинский специалист, который будет использовать SkyChain для получения второго мнения. То есть он в первую очередь смотрит на медицинский снимок, у него складывается какое-то впечатление обо всей этой истории, о наличии болезни, либо о чем-то еще. После этого он использует SkyChain, использует наш искусственный интеллект для выявления тоже каких-то патологий, то есть он прогоняет этот медицинский снимок через SkyChain,
И также получает дополнительное мнение, то есть искусственного интеллекта по данному снимку. Искусственный интеллект уже выявляет какие-то патологии, различные, наличие каких-то нозологий. То есть... С каким количеством потребителей конечных вы сейчас работаете? Ну, если ориентировочно. Да, ориентировочно пока что у нас нет потребителей вообще. Мы работаем над созданием продукта только и, соответственно... То есть никаких договоров о намерениях, меморандумов и тому подобное, предварительных договоренностей пока нет? У нас есть определенные соглашения и определенные, конечно же, переговоры с различными медицинскими центрами, медицинскими информационно-аналитическими какими-то компаниями, частными клиниками о создании каких-то совместных продуктов, но пока что именно о поставках, то есть о внедрении нашего решения в их информационные системы пока речи не идет, мы полностью сконцентрированы на создании продукта. У вас есть какое-то предпочтение в отношении того, будет ли конечный потребитель вашего продукта государственной компанией, либо это будет частная компания, либо это будет компания там, со смешанным капиталом? Да, у нас пока нет такого предпочтения в сторону какого-то либо сектора. Формы собственности, назовем так. Да, мы ориентируемся и на B2B, и на B2G. То есть, условно говоря, вы можете, ну я так сейчас, так сказать, да, утрируя, вы можете работать как с там, концерном клиникой «Мать и дитя», которая абсолютно частная, так и там, я не знаю, с Морозовской детской больницей, условно говоря. Абсолютно верно. Вам верно. без разницы. А я почему спрашиваю, что наверняка условия и особенности функционирования, они будут разные, издержки тоже будут разные, судя по всему, поэтому я и спросил. Ну и в завершении первого блока не могу тоже не спросить, этот вопрос мы всем его задаем. Обычно все рассказывают о преимуществах своего проекта и выставляют свои сильные стороны, а я зайду с черного хода, как раньше говорили в советские времена, с заднего крыльца. Собственно говоря, давайте о негативных моментах. Вот что сегодня, вот на текущий момент, больше всего вас и вообще всю команду проекта тревожит, волнует? Не поверю, что проблем нет, наверняка они есть. Вот самая насущная, актуальная проблема, которая как заноза в пальце не дает спокойно спать. Самая большая проблема в данный момент — это именно государственное регулирование. Поподробнее. Поподробнее, это есть, соответственно, регулирующий орган, который занимается регистрацией различного медицинского программного обеспечения, как, соответственно, медицинских устройств. Это монопольный рынок. То есть он один этим занимается, да? Ну как, это государственная структура, это Росздравнадзор, и в данный момент существуют определенные препятствия по регистрации систем с использованием искусственного интеллекта как медицинского изделия. Ну, расскажите вкратце. Да, главное препятствие — это то, что регистрация подобного программного обеспечения в данных условиях на данный момент занимает около года, что действительно очень долго, что катастрофически долго для таких систем, как искусственный интеллект. То есть имеется в виду, на тот момент, пока вы подали заявку, на тот момент, как вам дали лицензию, уже вас давно опередили, технологии шагнули вперед. Да, в этом смысле? Даже в том смысле, то, что мы сами можем настолько изменить эту нейросеть за этот год, то, что она будет совершенно другой, с кардинально другими процентами точности, совершенно другой, мы можем вывести ее совершенно на другой уровень. Ну и, как говорил классик, извечный русский вопрос, что делать-то? Как-то есть способы выхода из этой ситуации или просто смириться с этим? Сейчас, если уж обсуждать последние новости, была создана такая ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта, очень интересная организация, и ее курирует Борис Зингерман, это директор по цифровой медицине компании InVitro, и она сейчас вступает в активный диалог с регулятором, с Росздравнадзором по поводу изменения ситуации в лучшую сторону. Мы сейчас в новом году собираемся присоединиться к инициативе этой ассоциации. А вы в составе ассоциации? Пока нет, но мы обязательно присоединимся, и мы обязательно будем также как-то пытаться влиять на изменение ситуации в лучшую сторону. Ну что же, остается пожелать вам удачи на этом нелегком, тернистом, но, наверное, все-таки верном пути. На этом мы будем заканчивать первый блок лайк-дизлайка и переходим ко второй части передачи, где будем уже задавать более детальные вопросы по проекту нашему гостю. Александр, вторую часть начинаю с вопроса
который пришел мне в голову, когда я читал ваш white paper. Значит, я не буду раскрывать детально всю токеномику, потому что это займет довольно много времени, но там говорится о том, что на тот момент, когда пациент обращается к врачу, врач дает ему определенные рекомендации на основе того, что выдала нейросеть, и, соответственно, после того, как пациент высказал свои пожелания врачу на повторном приеме, ему что-то не понравилось или его что-то беспокоит. Не понравилось не в смысле обслуживания, а в смысле своего самочувствия. Соответственно, обращается врач опять к нейросети, да, платит определенное количество токенов, и ему нейросеть отдает обновленную информацию, что делать. Значит, вопрос такой. Я пациент, вы врач, я к вам прихожу и говорю на повторном осмотре: Александр, осматривали печень, ну что-то побаливает, вот не вылечили до конца. Вы думаете, так, значит, сейчас, наверное, нужно обратиться к нейросети, чтобы она обновила информацию и выдала какие-то новые результаты на тему того, какой точно диагноз поставить. Но за это, придется платить. Да не буду я этого делать, скажу что-нибудь. Попейте таблеточек Эссенциали Форте и домой идите. У вас нет ощущения того, что не буду, мотивация чуть-чуть вот с уплатой каждый раз токенами за корректировку диагноза может не очень, так сказать, отражаться на таком честном поведении врачей, скажем так. Возможно, так и будет в дальнейшем, я не знаю. Это все зависит от врачей. И поэтому понятно, поэтому я и спрашиваю. Они в конечном итоге принимают последние решения, решающие, которые... Просто, понимаете, я уточню, да, каждая корректировка диагноза, если я правильно понял white paper, требует от врача при обращении к новой базе данных платы. Да. То есть, чем чаще больной будет жаловаться после каждого нового осмотра, тем больше будет платить врач. Но в итоге все-таки платить за свое лечение же будет пациент. И если он хочет, чтобы его диагноз был подкорректирован, то, конечно же, он и будет платить за это. Тогда расскажите алгоритм. Вот мне, зрителям, чтобы все было понятно, и роль токенов в этом процессе. Я прихожу к врачу, у которого есть доступ к вашей базе данных, к вашим нейросетям, к инфраструктуре SkyChain. Я плачу в фиате, в крипте, или для меня вообще SkyChain закрытая история, и я только коммуницирую с врачом. Вот поподробнее этот алгоритм расскажите. Пациенты будут оплачивать свое лечение в фиате, а уже медицинские учреждения будут назначать им финальный счет, а сами они будут закупать токены проекта на криптобиржах. Да. И после того, как пациент заплатил за свое лечение, сам доктор заплатил за обращение к нейросетям, та сумма, которую он потратил на обращение к нейросети, она будет равномерно распределяться между всеми участниками, кто приложил усилия к ее созданию. Нет, по поводу взаимодействия врача и создателя инфраструктуры у меня вопросов нет. Я вот этот кусочек взаимодействия пациент-врач меня больше интересует. То есть насколько соотносится та плата, которую платит доктор в инфраструктуру, с той ценой, которая назначается пациенту за медицинские услуги? Это уже будет целиком зависеть от самой медицинской организации, от самих врачей, какую они будут выставлять наценку за использование нейросетей. Но мы планируем все-таки сделать цену обращения к нейросети максимально низкой. То есть в рамках нашей платформы будет. А это какой-то фикс или это плавающая величина? Это будет плавающая величина, но мы планируем создать определенную конкурентную среду между поставщиками данных, между разработчиками. И в рамках этой конкуренции мы планируем, что цена обращения к нейросети будет падать, а качество услуг будет расти. Качество нейросетей, качество и их точность. И, соответственно, цена будет максимально низкой в рамках этой конкуренции. И дальше уже врачи будут сами назначать цену в фиате, которую они будут выставлять. Конкретных стоимостей обращения докторов к вашей инфраструктуре. Вот я читал о том, что у вас есть примеры этих цен. Ну вот хотелось бы все-таки из ваших уст услышать, какие это конкретные цифры или какие планы по конкретным цифрам. Мы как команда проекта сделаем все зависящее, что мы сможем, чтобы просто сделать цену обращения к нейросети минимальной.
И, возможно, это будет слишком оптимистичный прогноз, но мы бы хотели довести цену обращения примерно до $1. То есть один токен равняется $1 или нет? Не совсем. Цена обращения будет там, возможно, в долях токена. Я понял. Сегодня токен торгуется где-то на бирже? Да, токен торгуется. Сколько он стоит? Биржах. Сейчас он, конечно же, чувствительно просел, как и весь рынок. В данный момент он торгуется на уровне 17 центов, а цена на ICO была $1. Да, мы немножко просели. Мне кажется, самое время стимулировать врачей. Они будут платить меньше за доступ. Ну, конечно. Не $1, а 17 центов. Да, это сейчас очень хорошее время, чтобы купить токен. Также я хотел бы немножко об этом поговорить. Мы не так много тратим своих ресурсов на памп токена, мы как-то его поддержание цены его. Мы в большей степени фокусируемся на создании продукта, и поэтому мы не очень много тратим в данный момент на маркетинг, на криптомаркетинг. То есть, если я правильно понимаю, немножко будучи знаком с арифметикой, на сегодняшний момент ваша цель при нынешних ценах вашего токена примерно 5 токенов за доступ. Ну, если $1, примерно 20 центов стоит ваш токен. Примерно, да, но мы все-таки сейчас, в данных условиях все так, но мы ожидаем то, что, конечно же, при релизе продукта, при релизе там уже бета-версии, при переходу к системе MasterNode уже будет цена токена значительно выше. Вы говорили о том, что вам не суть важно, кто ваша целевая аудитория. Частные клиники, либо государственный сектор. Значит, с частными клиниками более-менее понятно ценообразование и сегмент ДМС, когда страховщик платит частной клинике за стоимость услуг, оказываемых пациенту. Если мы говорим про государственные медицинские учреждения, поликлиники, больницы, специализированные центры, которые работают по ОМС-системе, когда за услуги, оказываемые пациенту, клинике платит страховая компания, аккредитованная государством. Где здесь место SkyChain? И меняется ли механизм взаимодействия со всеми участниками этого процесса, если мы говорим о государственных медицинских услугах? Да, с государством сейчас на самом деле довольно сложная история, и все выглядит довольно туманно. Вообще непонятно, будет ли государство покупать токены для того, чтобы пользоваться SkyChain. И поэтому мы в большей степени, конечно же, ориентируемся на какие-то частные клиники, чтобы внедрить SkyChain в первую очередь в них. И дальше уже каким-то примером эффективности использования искусственного интеллекта в частных клиниках доказать государству о целесообразности применения таких систем и в государственных клиниках. Мы видим SkyChain как именно в системе ОМС. Мы будем сотрудничать как с страховыми компаниями, так и напрямую с самим государством. Пока какой-то конкретной схемы работы я не могу вам представить, но в дальнейшем, когда мы уже будем ближе к созданию, ближе к внедрению продукта, мы, конечно же, поделимся деталями об этом со всем сообществом, со всеми заинтересованными лицами. Ну и давайте, собственно, к основному перейдем. Когда планируется внедрять продукт? Не альфа-версию, а уже серийную, не MVP, а полноценный продукт, который можно предлагать всем заинтересованным лицам на рынке. Мы в конце января, как я вам уже сказал, запустим бета-версию. В рамках бета-версии мы уже планируем появление первых участников в лице поставщиков данных и разработчиков. То есть поставщики данных будут поставлять необходимые датасеты для обучения, то есть размеченные наборы данных, а разработчики уже будут создавать первые нейросети в рамках нашей инфраструктуры. После этого будет после того, как нейросеть готова, все результаты данной нейросети валидированы и проверены на тестировочном датасете, и доказана какая-то точность. От данной нейросети требуется определенная клиническая апробация и определенные клинические испытания. Это уже об этом будет беспокоиться разработчик нейросети. И, соответственно, потом мы примерно уже к лету мы уже запустим сам продукт, и все участники будут свободно взаимодействовать, и уже будут появляться первые потребители,
которые будут уже пользоваться первыми зарегистрированными нейронными сетями. В данный момент и сложная ситуация в России, потому что на российском рынке нет ни единой системы с применением искусственного интеллекта, зарегистрированной на данный момент. Поэтому... А есть какие-то мысли, когда она может появиться? Мысли, я на 99% уверен, что в 2019 году такие системы появятся. Этот счастливый миг произойдет, да? Да, этот счастливый миг произойдет. На самом деле таких систем даже в Соединенных Штатах зарегистрировано буквально считанное количество. Насколько я помню, на данный момент их меньше 10. И, соответственно, рынок только зарождается, рынок только появляется. И сейчас мы планируем сделать все от нас зависящее, чтобы стать на этом рынке первыми. Ну а теперь давайте более подробно прогуляемся по вашему проекту, по white paper, ну и по той информации, которая есть в общедоступном пространстве. Первый вопрос, честно, немножко, ну скажем так, связан даже не немножко, а довольно сильно связан с тем, что я прочитал, практически открыв white paper. А удивил он меня немножко. То, что там написано, я даже зачитаю. Цель проекта, одна из целей проекта, занять 70, я подчеркиваю, 70% рынка искусственного интеллекта. Не слишком ли амбициозно, Александр? Ну, возможно, это звучит слишком амбициозно, но, скорее всего, это имеется в виду, что не весь искусственный интеллект в медицине, потому что весь искусственный интеллект включает в себя и создание, то есть и поиск создания лекарств, чего-то еще, весь этот вся медицинская сфера. В большей степени я уверен... Просто ребята из Microsoft и Google уже там имеют определенную Да, конечно, мы это все прекрасно понимаем. Скорее всего, именно имеется в виду рынок обработки изображений, то есть обработки медицинских снимков и, соответственно, обеспечения какого-то мнения искусственного интеллекта. А скажите, я тоже не нашел этого направления в вашем white paper, не знаю, может быть, вы не планируете по нему идти или его внедрять, либо пока просто считаете, что это не очень актуально. Вот, например, в Израиле, в Соединенных Штатах, ну, две лидирующих страны по уровню технологий в медицине сегодня, уже давно, насколько я помню, лет 5-7, активно развивается такое направление, как телемедицина. Вы, наверное, слышали про это? Да, конечно. А что мешает вам, в том числе, работать и по этому направлению, если вы умеете обучать нейросети по анализу и, соответственно, интерпретации данных, которые есть на визуальных носителях, почему их нельзя анализировать живьем, лайв с тех же визуальных носителей? То есть, условно говоря, чтобы было понятно, и мне это понятно, и зрителям, и вам. Идет хирургическая операция, сложная идет операция, попутно вместе с хирургическими инструментами в тело пациента вводится камера. Ну, сейчас это распространенная история, когда операции лапароскопическими, например, методиками без полостных разрезов делаются. Да? И эти изображения видит врач на специальном мониторе. Если бы это, кроме врача, видела еще и нейросеть, она могла бы моментально, интерпретируя это, давать ему различные варианты того, что это может быть. Вы насчет этого направления думали или это вас не интересует? Мы, конечно же, думали по поводу этого направления, поскольку это тоже действительно является одним из таких ключевых направлений, одним из самых важных. И мы в рамках разработки наших первых нейросетей также начали... Я просто прервусь, да, чтобы было понятно. Порой от этого зависит жизнь человека. То есть идея-то в том, чтобы принять хирургу решение незамедлительно. Там иногда времени особо нет для этого. И вот нейросеть, если она тут же подключается, начинает, чем быстрее она работает, тем быстрее она выдает возможные варианты, где искать причину. То есть вот я про это. Пожалуйста. Да, конечно. Сценарий, который вы представили, я абсолютно явно вижу в будущем. То есть это вполне, я уверен, что в течение нескольких лет это станет абсолютно реальной историей. И мы также будем работать над тем, чтобы внедрить SkyChain, чтобы дать возможность хирургам, дать возможность пациентам получать мнение искусственного интеллекта в реальном времени, абсолютно мгновенно и абсолютно быстро. Что касается именно реального времени, тут есть небольшой нюанс. Да, то, что
камера, которая вот так вот, к примеру, вводится в тело пациента и видит все в реальном времени, она работает в режиме видео, то есть она фиксирует буквально поток этих кадров. Ну да. И по поводу диагностики болезней на видеоизображениях у нас уже есть определенные наработки по этому направлению, и думаю, что в ближайшем будущем мы также представим их в рамках нашей инфраструктуры. То есть анализ данных и постановка диагноза в режиме онлайн через видеоноситель, по видеопотоку, это уже реально? В данный момент это абсолютно реальная история, и есть определенные технологические сложности, но я уверен, что в ближайшие несколько лет это все преодолеется. Единственное, это то, что именно если брать конкретно SkyChain, то он на обработку одного изображения требует времени порядка нескольких секунд. А если именно обрабатывать видео как поток из этих изображений, то нейросеть будет не совсем успевать обрабатывать потоковое видео. Тут очень многое зависит от качества картинки, понимаете? Да, конечно, это тоже. Если идет разный вид операций хирургических, то, соответственно, предъявляются разные требования к качеству. Условно говоря, я утрирую, но чтобы было понятно, операция по удалению аппендицита, классическая, типовая, она, может быть, и не будет требовать супервысокого разрешения видео. А операции на сердце, или уж тем более трансплантации органов, наверное, потребуют 4К или 8К. Конечно. Но мы же знаем, сколько кадров в секунде в видеопотоке. Соответственно, вы же можете рассчитать, сколько потребуется времени сети для обработки или нет. Ну, в целом, именно если мы берем обработку в реальном времени, чтобы прям врач получил прогноз нейросети по тому конкретному кадру, который сейчас в данный момент камера снимает, это уже довольно сложная история. Именно потому что, да, действительно, нейросети потребуется некоторое время на обработку. Но она возможна? Ну, я предполагаю, что да. Понятно. В ближайшем будущем это станет возможно. Давайте теперь поговорим о тоже некоторых вещах, которые действительно меня тоже заинтересовали, когда я изучал проект. Значит, по поводу врачей, которые будут пользоваться вашим функционалом. Значит, тоже я об этом информации не нашел, но поэтому хочу вас спросить, есть ли какие-то фильтры в отношении компетенции врачей, которые захотят воспользоваться инфраструктурой SkyChain? Сейчас под врачами, под названием медицинские услуги и под квалификацией врач скрывается довольно много людей с разной квалификацией. Я не хочу говорить про всех, но врачи бывают разные. Да? И поэтому очевидно, что, наверное, и уровень интерпретации результатов, который выдаст инфраструктура, он тоже ведь разный. Ну вот, хорошо, инфраструктура сработает прекрасно, она выдаст результат, но его еще нужно интерпретировать. Для этого нужна определенная компетенция, чтобы потом вас не обвинили в том, что я не понял, что мне тут нарисовали. Да? Конечно. Какие-то фильтры по компетенции врачей, которые могут подключаться к системе, есть или будут? Пару слов. Есть определенные требования, которые выставляет Росздравнадзор при регистрации такого программного обеспечения именно к нашему продукту, чтобы наши нейросети обрабатывали определенный тип. Нужно выставить определенные требования как к сотрудникам, так и к самим изображениям. То есть выставить определенные требования, определенный тип изображения, определенное разрешение. Ну, про изображение мы сейчас не говорим, мне больше про врачей. Но и, соответственно, я хотел просто провести аналогию, то, что к врачам также будут определенные требования, то есть то, что врач должен будет обязательно пройти своего рода тренинг по тому, как пользоваться нашим программным обеспечением. И мы в своем роде будем действовать немного как консалтинговое агентство, то есть Сразу два конкретных вопроса. Можно, Александр? Да. Кто эти тренинги будет проводить, где они будут проводиться и кто за это удовольствие будет платить? Они будут проводиться бесплатно для сотрудников в формате онлайн-курсов, и которые будут обеспечиваться как раз командой продукта. То есть мы создадим своего рода как видеоуроки с определенным тестированием в конце. Уже есть какие-то наработки на этот счет? В данный момент нет, да, мы пока что только работаем над продуктом, но мы обязательно это внедрим. И, собственно говоря, это будет какая-то периодическая процедура, ну, то есть
Понятно, что если нейросеть обучается, то и люди должны периодически проходить переквалификацию, имеется в виду врачи. Или это разовый входной фильтр и все? Это разовый входной фильтр просто для того, чтобы человек научился пользоваться, научился загружать изображение. Сначала, конечно, делать изображение, но делать это уже должна быть компетенция его как медицинского специалиста. В дальнейшем он должен будет уметь загружать изображение в нейросеть, нейросеть будет обрабатывать и, соответственно, выдавать ему свой прогноз. И это будет разовая структура, разовая такая схема. Если человек будет, медицинский специалист будет в состоянии обрабатывать и использовать нейросети, то тогда, конечно же, в дальнейшем у него не должно быть сложностей с использованием нейросетей и в других, к примеру, направлениях. А требования к оборудованию в больницах и поликлиниках при подключении к инфраструктуре, они какие-то есть? Ну, то есть у врача в кабинете должен быть какой-то особый, там, ноутбук, компьютер или что-то еще, либо как вот это? Да, нужен будет просто компьютер. Без каких-то особенных требований к нему, да? Конечно же, если уж будет какая-то совсем древняя система, которая буквально очень медленно работает. Я имею в виду. Я имею в виду скачать определенную утилиту, установить какой-то дистрибутив или, там, я не знаю, что-то надо будет врачу сделать, или это... Вы имеете в виду какое-то программное обеспечение? Ну, конечно. Да, ну, конечно, да, это надо будет сделать. То есть у вас должны быть еще разработаны какие-то опции по установке, памятки для врачей? Да, это все будет сделано, будет создано программное обеспечение, довольно интуитивно понятное, максимально интуитивно понятное для каждого специалиста и максимально простое и максимально действенное. Вопрос сразу. Работаете ли вы над этим ПО? Оно уже в каком-то состоянии находится, и кто его будет обслуживать, обновлять и тому подобное? Мы работаем сейчас над этим ПО в рамках нашей бета-версии, и мы выпустим бета-версию с базовым функционалом для всех участников рынка. То есть это будет своего рода программное обеспечение для медицинских специалистов, для поставщиков данных и для разработчиков. И у каждого будет свой базовый функционал, который уже с запуском продукта летом будет, соответственно, существенно расширен. Не могу не спросить вас, как директора по маркетингу, сколько это будет стоить, как вы это будете продвигать, ПО? ПО будет бесплатно для обслуживания, а сама плата будет именно взиматься за обращение к нейросетям. То есть ПО бесплатно? Да. Понятно. А издержки на обновление? Вы же будете периодически его обновлять? Я считаю, что именно издержки на обновление будут незначительными, так как ПО будет существовать в своем виде довольно долго. К нему только будут добавляться нейросети, то есть в рамках данного ПО, и, соответственно, существенно оно изменяться не будет. А это можно будет устанавливать на мобильные приложения через известные интернет-магазины? Ну, условно говоря, доктору пришел пациент к стоматологу и показывает ему опухоль на десне, а врач не может сходу определить. Он берет, включает свой гаджет, запускает приложение SkyChain, фотографирует и пошел процесс распознавания. Или такого нет? Да, мы планируем вести работу и в этом направлении, так как некоторые такие области предполагают самостоятельное получение изображения, то есть через фотографию, такие как дерматология, то есть человек будет иметь возможность сфотографировать какую-то новую родинку, какое-то новое образование, которое у него появилось, да, и отправить в SkyChain и получить мнение о том, насколько ему нужно обратиться к специалисту. Данные, отправляемые в SkyChain, как долго хранятся, где хранятся и, собственно говоря, есть ли к ним доступ исторический? Если, например, к человеку придет пациент, который у него был 20 лет назад, ну я утрирую, ладно, там 5 лет назад, и ему, чтобы поставить диагноз, потому что в медицине очень многое взаимосвязано хронологически. Если какая-то болезнь была у человека или какое-то недомогание, как правило, оно может повториться. Нужен доступ к старым данным. У человека, у доктора на его гаджете этой фотографии может не быть. Там он себе телефон поменял, новый купил. Чего делать, как добраться? Да, мы принципиально не будем хранить историю пациентов. Для этого существует очень много различных медицинских информационно-аналитических систем.
И в дальнейшем, как только мы будем запускать продукт, мы уже будем думать, их и на самом деле сейчас на рынке довольно большое количество, и мы уже будем думать насчет интеграции с ними. То есть вы будете платить кому-то за услуги интеграции? Мы не будем платить за интеграцию, мы будем, возможно, сотрудничать на каких-то других условиях. Возможно, с базами данных. Медицинский специалист загрузил изображение, получил историю, какой-то диагноз. После того, как он закончил пользоваться SkyChain, он может условно нажать какую-то кнопку, выгрузить данные, и эти данные по данному пациенту выгрузятся из SkyChain. SkyChain больше их хранить и использовать не будет. Они будут выгружены в какое-то время хранения будет, или это нужно будет сделать моментально? Ну вот пришел пациент к врачу, врач сфотографировал, отправил в SkyChain, нейросеть поработала, распознала, это помогло врачу поставить диагноз, все, он там дальше работает с пациентом, пациент ушел. У врача остался на гаджете снимок. Ну, понятно, он его может сам себе выгрузить. Но вот то, что он отправил в SkyChain, то, что обрабатывала нейросеть, это какое-то время будет храниться, либо это сразу попадает куда-то в базы данных? Нет, это храниться не будет. Понял. А вот то, что вы говорите про интеграцию с базами данных, то есть может ли быть такое, что этот снимок уходит к интегратору и там хранится? Да, в интеграторах это будет, конечно же, храниться в этих аналитических системах. Они для этого как раз и созданы, для того, чтобы вести какую-то своего рода историю пациента, историю болезни уже в электронном виде. Понял. По поводу нейросетей вопрос. Существуют ли какие-то ограничения на изображение? Я имею в виду не разрешение, наверное, там тоже, да, технические требования понятно, что есть. По содержимому снимка. То есть то, что нейросеть не сможет распознать, или вероятность того, что она ее распознает, будет низкая, или таких ограничений нет? Для каждого конкретного типа, для каждого конкретного исследования мы создадим определенный фреймворк, определенные требования к данному исследованию и к данному типу изображений, которые обязательно неуклонно должны следоваться этим медицинским специалистам при создании этого изображения. И, соответственно, если уж, конечно же, по его вине он сделает неправильный тип изображения и загрузит его в SkyChain, то мы здесь ни при чем. Это целиком вина. А это где-то оговорено? Да, это будет также оговорено в рамках нашего, как я уже говорил, обучения медицинских специалистов. Мы обговорим определенные требования к этим изображениям, которые, соответственно, должны будут обязательно следоваться этими специалистами. И еще один вопрос, связанный, чтобы завершить этот блок, связанный с выгрузкой данных в архитектуру, в инфраструктуру. Я так понимаю, что сотрудники проекта к этой информации визуальной доступа не имеют или имеют? Как я уже сказал, данные самих пациентов храниться не будут. Будут храниться датасеты, наборы этих изображений, которые будут использованы для обучения. Условно говоря, то есть тот, кто будет планировать обучение, может взять любое изображение из датасета и как-то с ним поработать. Да? Все-таки мы планируем ввести нашу определенную систему, как этот датасет будет храниться. То есть этот датасет будет делиться на 3 части. Первая часть — это публичный, видимый кусок датасета, чтобы разработчик, который хочет создать нейросеть по этим данным, мог оценить, насколько эти данные ему подходят. Он берет, осматривает эти изображения, проводит какое-то свое исследование, насколько он может создать свою нейросеть, и в дальнейшем он, если его все устраивает, идет на контакт с поставщиком, они договариваются об условиях, и он уже обучает нейросеть на втором блоке этих данных, который он не может видеть и который просто им используется для обучения. И третий блок? И третий блок используется для валидации, то есть для проверки результатов, для тестирования. Это кем используется он? Также разработчиком. Он их тоже не видит или видит? Он тоже их не видит. Я просто почему этот вопрос задаю? Потому что медицина — это область, которая всегда где-то рядом соседствует с этикой. Конечно. И есть определенные области медицины, в которых изображения, некоторые люди, наверное, не очень хотели бы, чтобы попадали в публичное пространство. С точки зрения обучения датасета, потому что есть определенного рода этические вещи. Вот вы
когда создавали архитектуру, вы этот момент учитывали как-то? Да, конечно, мы это учитывали, поэтому поставщики данных, которые поставляют свои датасеты, свои наборы данных, обязательно должны предоставить какое-то свидетельство о том, что все данные, во-первых, деперсонализированы, то есть вот, там нету ни имени, ни фамилии. Максимальная информация, которая может быть, это пол, возраст и, наверное, все. И также должно быть получено разрешение на пользование личными данными от самого пациента. Ну, это понятно. Но вот эти вот соглашения между теми, кто будет обучать нейросеть по этим первым блокам датасетов, они уже есть в природе, существуют эти соглашения? Да, конечно. Понятно. Хорошо, давайте теперь к правовой стороне вопроса перейдем. Я, собственно говоря, понимаю, что любая кооперация, она возможна на основе договоренностей. Каким образом, с юридической точки зрения, будет осуществляться кооперация SkyChain и медицинских организаций, государственных, частных, или это будет что? Это будет договор в классическом виде, это будет смарт-контракт, что это будет? Мы предполагаем, что это будет договор в классическом виде. Сейчас я немного расскажу про роль именно команды SkyChain во всей этой инфраструктуре, поскольку мы будем действовать так же, как и консалтинговое агентство, то есть во многом консультировать медицинское учреждение по поводу закупки токенов, по поводу обучения сотрудников. Также мы будем заключать с ними соглашения по поводу внедрения. То есть это как раз-таки в рамках данного соглашения как раз-таки будут прописаны различные другие условия, то есть и обучение сотрудников, и покупка токенов, но все-таки это будет выглядеть как классический договор. Классический договор. На смарт-контракт не хотите? Смарт-контракты будут заключаться между поставщиком и данных и разработчиком. И они будут заключать между собой смарт-контракт, будут прописываться определенные условия по тому, как они будут распределять прибыль от созданной ими нейросети. Никто не сможет использовать загруженную автором в публичный блокчейн SkyChain нейросеть, это я цитирую блог на сайте, не оплатив установленную автором комиссию. Каким образом это будет реализовано? Вот это мне очень понятно. То есть ясно, что, наверное, не надо давать кому-то возможность использовать загруженную автором в публичный блокчейн, публичный кусочек, чтобы автору ничего не уплатив, так сказать, авторских. Как это реализуется, как проверяется эта история? Здесь как раз-таки будет реализованы также смарт-контракты. То есть потребитель, который обращается к нейросети, платит за это определенные токены, определенное количество токенов, и уже получает в ответ диагноз и прогноз искусственного интеллекта по данному изображению. То есть это будет классическая история пользования нашими нейросетями. Ну что же, даешь смарт-контракт в массы и, самое главное, охрану авторских изображений, судя по всему. Конечно. На этом мы заканчиваем второй блок лайк-дизлайк и переходим к финальной, третьей части, где задаем короткие вопросы, а гость дает короткие ответы. Блиц. На чем проект зарабатывает? Планирует. Я понимаю, что сейчас, наверное, пока не вышли вы, естественно, вы еще не запустили какой-то проект, чтобы выходить в плюс. Основная статья заработка SkyChain. Комиссия за обращение, за пользование нейросетями. То есть мы будем взимать определенный процент за каждое обращение медицинских специалистов к разработанным нейросетям. Когда это будет, собственно говоря, реализовано, да, и уже архитектура заработает, будет ли в публичном доступе вот эта шкала цен? Как будет определяться, как можно узнать, сколько надо платить? Я думаю, что будет. Пока ее нет? Пока ее нет. Когда планируется ее разработать? Когда будет хотя бы предложение для медицинских учреждений. Пока что мы еще работаем над продуктом, соответственно, никакого предложения от нас нет, поэтому пока мы не можем ничего такого представить. Почему у вас нет в числе команды проекта в white paper? Я что-то искал, не нашел. В white paper? Да. Вроде как есть. Есть на сайте обязательно. На сайте нашел, white paper нету. Это странно, потому что на самом деле у нас многие участники... Там куча советников, но вас нет.
Конкретно меня? Да. Потому что я присоединился к команде уже после white paper и даже после проведения ICO. Ну, в общем, надо как-то вам Да. поговорить с командой, пускай уж поставят вас в white paper. Ну, white paper на самом деле сейчас уже не самый актуальный документ для нас, потому что ICO закончено, как бы сбор средств закончен, и мы в большей степени сейчас работаем над созданием продукта и уже в большей степени как-то стараемся уйти от всей этой истории с ICO. А вообще скажите, ну, короткий вопрос, короткий ответ. Вообще ICO, оно надо было вам? Да. Вот несмотря на все, что происходило вокруг истории с ICO, не пожалели, не разочаровались? Мы не пожалели, потому что у нас с самого начала была абсолютная уверенность в идее проекта, в создании продукта. И мы ни в коем случае, конечно, очень много скам-проектов, которые как раз очень сильно испортили само понятие ICO, уже репутация всего этого механизма испорчена и буквально умножена на ноль. Вот поэтому я и спрашиваю. Для нас, да, это было нужно, и мы хотим своим примером доказать то, что есть много таких проектов все-таки, которые не скамятся, которые не уходят никуда, которые действительно реализуют проект и будут реализовывать его до победного конца. Сколько собрали на ICO? Около 9 миллионов долларов. Продали 10,7 миллионов токенов и... Соответственно, была такая небольшая история со спадом криптовалюты буквально в течение недели, и биткоин, и эфир значительно упали, и мы действительно очень много потеряли. Вас спрашиваю, опять же, как директора по маркетингу, из этих 9 миллионов долларов сколько на маркетинг? На маркетинг у нас выделяется около 20%, согласно нашему плану. Ну, то есть где-то 1,7-1,8 миллиона долларов. Да, но мы сейчас действительно в меньшей степени тратимся на маркетинг, мы готовимся к релизу продукта. Когда уже будет готов продукт, тогда, конечно же, мы будем тратить больше. Последнее уточнение сделать, и даже такой маленький вопросик я задам. Что планируется делать на эти 1,7 миллиона долларов? Конференции, какие-то, возможно, интеграции с различными рекламными YouTube-каналами, опять же. Так действительно вопрос такой, с подковыркой, и потому что сейчас пока что мы даже и не думали о том, как мы будем рекламировать. Я понял. Ну, если у вас есть 1,7 миллиона долларов, у вас всегда есть время подумать, как их потратить на маркетинг. Ну и последний вопрос, мы тоже традиционно завершаем им всегда и третий блок, и всю передачу. На чем зиждется уверенность не только ваша, но и SEO-проекта, и команды, что, во-первых, вырастет токен, и вам удастся найти большое достаточное количество конечных потребителей, чтобы наконец выйти в прибыль? У нас есть отличная идея, у нас есть потенциально большой рынок, у нас есть очень сильная команда. И на этих 3 китах зиждется уверенность не только моя, как и нашего CEO Геннадия Попова. Геннадий абсолютно уверен в том, что проект реализован будет, и его уверенность действительно очень сильно воодушевляет и всех остальных участников команды, и мы все вместе уверены, что все получится. Ну, остается только присоединиться и к вам, и к Геннадию Попову в ваших мыслях. Большое спасибо, что пришли. Я желаю вам удачи в ваших начинаниях, и я очень хочу дожить до того светлого дня, когда любой пациент, который попадает на операционный стол, и ему в лапароскопическом виде вводится камера, может быть уверен в том, что то, что увидит врач, увидит и архитектура, инфраструктура нейросетей SkyChain. Спасибо, что пришли. Это был очень интересный разговор. Я надеюсь, что очень познавательный для наших зрителей. Напоминаю, что у нас в гостях был директор по маркетингу проекта SkyChain Александр Оксаненко. Еще раз спасибо. Спасибо, Олег. Но я напоминаю нашим зрителям, чтобы они смотрели наши передачи, обязательно писали комментарии, ставили лайки, не были равнодушными. Любые комментарии, даже самые негативные, принимаются, оцениваются, значит, мы неравнодушны к вам, а вы неравнодушны к нам. И это самое главное. Я еще раз призываю всех быть активными. Ну, меня зовут Олег Абелев. Это была передача «Лайк-дизлайк». И до встречи на новых передачах на канале Аврора Блокчейн Капитал. До свидания.